Больница общего профиля Грейстоун всегда считалась эталоном медицинского обслуживания. Широкие коридоры, сверкающие полы, стерильный запах и безупречная репутация сделали ее любимицей элиты. Но под глянцевой поверхностью скрывалась атмосфера предвзятости и скрытого напряжения, которое новым сотрудникам предстояло прочувствовать на себе. Когда молодая и амбициозная медсестра Лиза Хейс переступила порог больницы, она была полна надежды и решимости. Вся ее жизнь, каждый экзамен, каждое дежурство в ординатуре готовили ее к этому моменту. Однако Лиза даже не подозревала, что основной ее борьбой станет не борьба с болезнями, а с теми, кто должен был бы быть ее коллегами. С самого начала она заметила странную тишину, которая наступила, стоило ей появиться у поста медсестер. Разговоры медленно переходили в шепот, глаза коллег скользили в сторону, как будто они боялись встретиться с ее взглядом. Старшая медсестра, мисс Холл, женщина с седыми волосами и холодными голубыми глазами, представилась и показала Лизе ее шкафчик, не удосужившись произнести ни слова поддержки. Лиза чувствовала, как сжимается ее желудок, но старалась не показывать волнения. Первое знакомство с доктором Ричардсоном, старшим хирургом и неофициальным королем хирургического отделения, оказалось еще более неприятным. Он встретил ее с натянутой улыбкой, быстро оценил взглядом с ног до головы и сказал: «Надеюсь, вы знакомы с нашими стандартами, медсестра Хейс. Здесь нет места для ошибок». Его тон не оставлял сомнений в том, что любая ее оплошность станет поводом для разбирательств. В последующие дни Лиза старалась изо всех сил. Она аккуратно вела документацию, тщательно ухаживала за пациентами, была вежлива и собрана. Но коллеги не спешили принимать ее. Общие обсуждения стихали при ее появлении, ее обходили стороной в столовой на совместных заданиях, ей отдавали самые сложные и неприятные поручения. Настоящим испытанием стал день, когда Лизе поручили ухаживать за мистером Коллинзом, пациентом с переломом бедра, известным своим тяжелым характером и открытым расизмом. Как только Лиза переступила порог его палаты, он зашипел: «Что за шутка? Я не собираюсь позволять цветным трогать меня». Сдержав обиду, Лиза ровно ответила: «Мистер Коллинз, я здесь, чтобы помочь вам. Пожалуйста, позвольте мне осмотреть вашу повязку». Он продолжил оскорблять ее весь визит, но она сделала все профессионально и безупречно. Вечером, возвращаясь домой, Лиза набрала номер своей матери. Голос матери был полон гордости и тревоги. «Малышка, помни, тебе придется быть вдвое сильнее, чем остальным, но никогда не позволяй им видеть, как ты колеблешься. В тебе сила твоих предков». Слезы навернулись на глаза Лизы, но слова матери укрепили ее решимость. Через несколько дней в больницу был доставлен новый VIP-пациент — Эндрю Миллер, влиятельный предприниматель, получивший тяжелые травмы после несчастного случая на катере. Вся больница гудела от слухов о его богатстве и связях, и сотрудники стремились показать себя с лучшей стороны. К удивлению Лизы, именно ей поручили ухаживать за мистером Миллером, как будто кто-то хотел проверить ее на прочность или надеялся на ее провал. С первой встречи Лиза поняла, что этот пациент отличается от остальных. Несмотря на тяжелые переломы, он был спокоен и внимателен. Его взгляд был прямым и доброжелательным. Лиза подробно объясняла каждый шаг ухода, и мистер Миллер слушал ее с настоящим интересом. «Вы кажетесь очень компетентной, медсестра Хейс. Давно вы здесь?» — спросил он как-то утром. «Несколько недель, сэр», — осторожно ответила Лиза. «И как? Вам нравится работать в Грейстоуне?» — продолжил он, изучая ее лицо. «Это сложное место», — честно сказала она после паузы. На следующий день Лиза ассистировала доктору Ричардсону во время экстренной операции,
на которую прибыли несколько членов совета больницы и другие влиятельные лица. В напряженный момент операции она заметила, что доктор Ричардсон готовится сделать разрез, который может навредить пациенту из-за особенностей его анатомии. Не колеблясь, Лиза произнесла: «Доктор, предлагаю немного сместиться. Это безопаснее для сосуда». Тишина в операционной стала оглушающей. В глазах Ричардсона вспыхнул гнев, но он все же последовал ее совету. Операция завершилась успешно, но после нее доктор потребовал Лизу в кабинет. Он начал кричать, обвиняя ее в неподчинении и хамстве. «Ты должна помнить свое место. Ты здесь не для того, чтобы думать, а чтобы выполнять приказы». С каждым его словом оскорбления становились все более открыто расистскими. И вдруг за его спиной послышался твердый голос. «Думаю, вы перешли черту, доктор Ричардсон». Это был Эндрю Миллер. Он стоял в дверях с таким выражением лица, что даже доктор Ричардсон невольно вздрогнул. «Как вы себе позволяете так разговаривать с медсестрой?» — холодно произнес Миллер. «Похоже, вы забыли, что я не просто пациент. Я генеральный директор Healthcare United, сети, которая контролирует десятки клиник, включая Greystone. И поверьте, я не собираюсь поддерживать учреждения, где процветает дискриминация». Слова Миллера разошлись по больнице с молниеносной скоростью. Доктор Ричардсон был немедленно отстранен на время расследования. В тот же день Миллер созвал экстренное собрание администрации. Он заявил, что в больнице необходимо начать пересмотр всей системы работы с персоналом, пересмотреть кадровую политику, организовать комитет по вопросам разнообразия и инклюзивности. «И я хочу, чтобы этот комитет возглавила медсестра Лиза Хейс», — добавил он. «Ее сила и профессионализм должны стать примером для всех». Вначале сотрудники были ошеломлены. Кто-то открыто возмущался, кто-то боялся перемен, но постепенно атмосфера стала меняться. В больницу начали приходить тренеры по инклюзии, прошли обязательные курсы для всего персонала, а Лиза возглавила команду, разрабатывающую новые стандарты общения. Она принимала участие в собеседованиях с новыми кандидатами и сама проводила занятия, делясь своим опытом. Через полгода Лиза, казалось, преобразилась сама. Больше не робкая медсестра, а уверенная лидер, к которой шли за советом даже те, кто вначале сторонился ее. Коллеги начали искренне благодарить ее за смелость и труд. Через год после тех событий Лиза стояла на сцене Национального форума по вопросам инклюзивного здравоохранения перед сотнями профессионалов. «Мой путь начался с того, что я боялась приходить на работу», — говорила она. «Но один человек, который увидел меня, изменили все. И вместе мы смогли изменить не только одну больницу, но и начать движение, которое меняет систему». В конце выступления к ней подошел Эндрю Миллер. «Вы изменили Greystone, Лиза», — сказал он. «Но еще больше вы изменили меня. Благодаря вам я вновь понял, зачем мы занимаемся этим делом». Когда Лиза вернулась в Greystone, она увидела, что на стене главного холла появилась новая надпись: «Разнообразие — наша сила. Справедливость — наша обязанность. Забота — наша миссия». Теперь это был не просто слоган, а обещание каждому сотруднику и пациенту, что здесь уважают каждого. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.